Вот смотрите, сейчас сентябрь, вот так выглядит саженец сорта Bonfire. Вот показываю вам сейчас, надеюсь, вам видно хорошо, как выглядят гранулы. Выглядят эти гранулки вот таким образом. Вот такие вот гранулы. Смотрите, это... Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. Очень часто мне задают такой вопрос, что положить в посадочную ямку, в лунку при посадке, либо при пересадке метельчатых гортензий, вот как их правильно посадить. И в этом видео я нарушу некоторые шаблоны, что-то вам покажется из того, что я скажу, может быть спорным, либо интересным, но я сразу вам скажу вот такую вещь, что если на вашем садовом участке, где вы планируете посадить метельчатую гортензию, я подчеркиваю слово метельчатую, потому что сегодня я буду рассказывать именно о посадке этого растения. Есть у нас гортензии еще крупнолистные, вот по ним отдельная тема, и они сажают их немного по-другому, более есть свои отличия и тонкости. Сегодня разговор только о метельчатых гортензиях. Итак, если вы стали счастливым обладателем саженца метельчатой гортензии, то если слой плодородной почвы на вашем участке примерно хотя бы около 30 сантиметров, то я вам скажу так, что в посадочную ямку либо лунку ничего добавлять вообще не нужно. То есть можно посадить вообще абсолютно вот в эту природную хорошую почву, которая сформирована за многие годы, накопился гумус, там хорошо растет трава на этом месте. Если у вас почва плодородная, качественная и в хорошем состоянии, ухоженная, то в этом случае вообще можно ничего не добавлять при посадке метельчатой гортензии. Но, конечно, всем нам, садоводам, цветоводам, всегда хочется удивить наших гостей, да и себя порадовать вот таким цветением гортензии, который действительно вот хоть на выставку отправляй. И чтобы добиться вот этих огромных шапок, огромных соцветий, которые мы часто видим на выставках, где-то в интернете, очень много картинок вот с такими с огромными соцветиями метельчатых гортензий, белыми, фисташкового цвета, зелеными, красными, бордовыми. Огромное разнообразие расцветок существует. Вот как их добиться вот этого большого размера, да? Тут, конечно, нужно позаботиться о том, чтобы создать наиболее благоприятные условия при посадке растений. И если даже у вас хорошая, богатая гумусом плодородная почва, я все-таки рекомендую внести при посадке метельчатой гортензии некоторые элементы питания. И еще кое-что сейчас вам обязательно покажу, вы сильно удивитесь, что будет эффект очень хороший иметь при посадке. Вот покажу вам это вещество, так скажем. Вы готовите посадочную ямку, лунку. Что туда добавить? Я вам рекомендую так. У нас вот в Московской области чаще всего состав и условия почв такие, что они либо нейтральные, либо наоборот имеют слегка кислую реакцию. Мы часто очень свои почвы привыкли расщелачивать, применяя для посадки других культур, применяя доломитовую муку, либо хорошего качества золу. Вот забудьте про доломитовую муку и золу при посадке метельчатых гортензий. Ни в коем случае никогда не используйте эти удобрения, оставьте их для других культур. Метельчатая гортензия предпочитает слабо кислые почвы, либо нейтральные почвы. Прекрасно на них растет. И я вам также показывал, что я сажаю, допустим, саженцы, которые я выращиваю. Сейчас я вам покажу, как они растут у меня. Я сажаю в нейтральный грунт, в нейтральный торф. Но при этом обязательно добавляю минеральное удобрение, которое имеет свойство очень долго растворяться. Это осмокот. Я о нем уже вам рассказывал и показывал в своих прошлых видео. Вот смотрите, сейчас сентябрь. Вот так выглядит саженец
сорта Bonfire. Это новинка сезона 22-23 года. Саженец уже имеет небольшое соцветие. Очень красивый, очень интересный и очень перспективный сорт, я должен вам сказать. Высоту саженец достигает у меня примерно около метра. Растет он в литровом горшке. И смотрите, он показываю вам грунт специально вам, чтобы видно было. Здесь у меня находится нейтральный торф, но с добавлением, конечно же, минерального удобрения высокого качества. Поэтому сразу подвожу к тому, что я рекомендую вам при посадке саженца метельчатой гортензии обязательно добавлять минеральное удобрение. Это может быть специализированное удобрение для гортензий, для тех растений, которые любят кислую почву, потому что метельчатая гортензия, она предпочитает, как я вам сказал, уже слабокислую реакцию почвы, либо нейтральную, ни в коем случае не щелочную. Вот в этом случае будет хорошо расти. Вот показываю вам сейчас, надеюсь, вам видно хорошо, как выглядят гранулы минерального удобрения, которые я использую. Это Осмокот. Кому интересно, какую именно марку я использую, вы можете задать мне этот вопрос. Переходите вот ниже в описании под роликом, будет ссылка на мой телеграм-канал. Я отвечу на все ваши вопросы по поводу выращивания метельчатой гортензии. Можно применять любое другое специализированное удобрение, которое вы найдете в вашем регионе, в ваших магазинах, также будет хорошо работать. Только обратите внимание, чтобы в этом удобрении, в минеральном, либо совсем не было кальция и магния, либо, если он там присутствует, чтобы он был прям в минимальных дозах. Потому что метельчатые гортензии, вот эти кальций и магний, они, конечно, нужны, но в очень-очень маленькой дозировке. Вот обратите на это внимание при покупке удобрения. Если вы вообще ничего не найдете, можно в конце концов добавить в посадочную ямку обычный суперфосфат. Двойной суперфосфат тоже будет неплохо для, в крайнем случае, когда вообще ничего нет. Либо любое комплексное минеральное удобрение, сбалансированное по азоту, фосфору и калию. Если на вашем участке не очень хорошего качества почвенно-растительный слой, либо его недостаточное количество, недостаточной мощности, то тогда, конечно, в посадочную ямку я обязательно рекомендую вносить какое-либо органическое удобрение. Это может быть компост, но хорошего качества, либо перегной хорошего качества. Потребуется его примерно одно ведро, 10 литров. Это будет хороший заряд на то, чтобы гортензия себя несколько лет хорошо чувствовала, ей хватало вот этой органики, потому что все-таки метельчатая гортензия, хоть она и неприхотливая и будет расти на даже бедных почвах, все-таки вот максимальный свой эффект, вот эти огромные соцветия, она даст только на богатой гумусом и органикой почве. Если у вас нет органики, перегноя либо компоста, можно также добавить торф. Торф я опять же рекомендую для посадки метельчатой гортензии. Можно взять нейтральные реакции, можно применить также и кислый торф, хуже от этого не будет, но хорошо его, конечно, перемешать с землей, чтобы вот эта вот реакция была не слишком кислой. Вот совсем в чистый кислый торф я не рекомендую сажать метельчатые гортензии, потому что, возможно, они будут плохо усваивать некоторые вещества питательные и могут не так хорошо расти, как если бы они росли в идеальных условиях. В посадочную ямку также можно добавить немного хвои, еловой хвои, неважно от сосны либо от ели. Буквально там вот, сколько найдете, допустим, литровую баночку хвои на одну посадочную ямку вполне хватит для того, чтобы вот создать благоприятные условия для роста метельчатой гортензии. Тоже будет хорошо. И если у вас вообще нет никакой органики, также в посадочную ямку можно добавить органическое удобрение, которое продается в виде гранул. Это может быть конский навоз, это может быть коровий навоз, это может быть птичий помет. Выглядят эти гранулки вот таким образом.
Они продаются практически во всех магазинах, вы их обязательно найдете. Но, наверное, самый лучший вариант будет все-таки гранулы конского навоза. Добавляете примерно 1 200-граммовый стаканчик на посадочную ямку, хорошо перемешиваете, это будет хороший заряд почвы на несколько лет по органике. Рекомендую вам как один из вариантов наполнения органикой посадочной ямки. Если в вашем магазине не продают гранулированный конский навоз, либо птичий помет, и у вас вообще нет никакой органики, то тогда есть еще один прекрасно работающий вариант обогатить почву. Это внесение в посадочную лунку вот таких вот гранул. Это гранулы, которые используются в наполнителях кошачьих туалетов для животных. У кого есть кошки, я думаю, вы поняли, о чем идет речь. Это наполнитель для кошачьих туалетов, вот такие вот прессованные опилки. Вот этого будет вполне достаточно, чтобы обогатить структуру почвы, ее улучшить. При попадании воды, не забудьте, хорошо, обязательно нужно будет полить после посадки растений, потому что вот эти гранулы впитают много воды. Обильно очень полейте, они разбухают и превращаются в обычные опилки. То есть они не сохраняют эту гранулированную форму при попадании на них влаги, воды, при поливе, либо при дожде. Вот этими гранулированными опилочками я также, бывает, просто мульчирую под гортензиями весной. Когда они начинают вегетировать, я просто высыпаю под растения в качестве мульчи. Тоже хорошо работает, способствует переходу почвы немного ее, в общем, подкисляет. Переходит почва в более кислую реакцию, что также, в принципе, очень нравится гортензии. Хорошо она это воспринимает, поэтому рекомендую вам попробовать вот эти вот вещества добавить. О том, как посадить метельчатую гортензию, у меня есть отдельное видео, вы можете его найти, посмотреть на моем канале. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего вам цветения.